Друзья, всем привет! У нас сегодня джемпер в технике интарси сверху вниз одним полотном без швов. Представляете, сколько можно всякого интересного связать и себе, и деткам. Здесь у меня чисто такой спортивный джемпер. Я хотела, как видите, здесь такие лампасы, да, и в принципе он у меня весь бежевого цвета. Я люблю носить джинсы, хотя с юбкой он тоже прекрасно смотрится. И по низу у меня 5 моточков было бежевого и 3 моточка было синего. Один синий остался, то есть ушло 2 моточка. 5 и 2, они 50-граммовые, 350 грамм весит джемпер. Вот здесь вот я делала полосочки вот такие. Хотя, знаете, первый вариант мне понравился лучше. У меня здесь был метод хеликса, то есть через ряд пропускаем то бежевый, то синий. То есть вот такой вот переход был, и потом мне надо было закончить синим. Давайте пробежимся по характеристикам. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Кстати, у вас все подписано. Левое плечо, правое плечо обязательно углубляем. У нас есть и верхний росток небольшой, потом мы довязываем азиатский, вяжем по всем правилам, полуластовица в подрезе, все как положено, чтобы лишнего полотна вот здесь не было. Я люблю двойные вот такие вот резинки. Потом пряжа очень легкая. У меня, видите, горловина двойная, резинки двойные. Низ изделия я также утяжелила, поскольку пряжа легкая. Кстати, очень классная, вообще вот трогаю, прям не могу балдеть от нее. Очень понравилось, бюджетненько. На ВБ найдете. Вот здесь, видите, не хватило, у меня остаток был беленького, ну, бежевого. Вот здесь я кетлевала уже двойную резиночку остатками. Ничего страшного, это джемпер мой. Любимый, причем еще один любимый. Хотя я могла использовать от другого моточка, но мне жалко стало. Кстати, можно связать повязку. Пряжа пружинистая, она эластичная. Сейчас все про пряжу там дальше увидите, услышите. МК очень подробный, не расчетный, девчонки, а попетельный. Если вы сами сможете рассчитать там нулевым регланом, даже погоном можно связать. Если вы знаете там всякие другие техники, сами самостоятельно можете рассчитать. Вам единственное только нужно понять, откуда начало, как мы что делаем, и все. Давайте дам технические характеристики своего джемпера. Размер, наверное, 48-50, ну, смотря какая свобода облегания. Значит, в самом широком месте 54 сантиметра. Длина от шеи, но без обработки, до низа вместе с резинкой 61 сантиметр. Ширина рукава в самом широком месте, но я его, по-моему, прямо вязала. Сейчас, честно говоря, не помню. Ну, все посмотрите. В самом широком месте вот здесь у меня 17 сантиметров. Длина от воротника до края манжеты. Длина рукава 60 сантиметров. Пряжу я вам дальше озвучу. Расход 350 грамм. Спицы 4,5 и 5. Здесь горловина по открытым петлям в карман. Кто хочет такую же, ссылочку оставлю. Или, в принципе, найдете в плейлисте, где у нас все МК находятся. А рукава и низ изделия на открытых петлях делается. Ну, сначала проходим изнаночный ряд, потом по принципу полой резинки. Сначала удваиваем петли, вяжем по принципу полой резинки. Я вязала 6 рядов. Далее мы вяжем наружную часть, фиксированный сгиб, внутреннюю часть и кетлюем крючочком. Если вам все это трудно кажется, все это делайте по-своему. В общем, сказала, связать можно в любой технике. Реглан-погон, обычный реглан, нулевой реглан, как хотите. Просто вот освоить нужно вот эту технику. У нас все внимание будет вот на этот рукав, вот на это, точнее, плечо. Вы просмотрите начало, потом, когда у вас спицы и пряжа в руках, девчонки, поверьте на слово, все гораздо проще и легче на самом деле. Кажется со стороны, ой, как сложно, на самом деле сложного ничего нет. Если вы вот это освоите, сейчас вам еще кое-что покажу, вы с легкостью свяжете вот такой вариант. Это тоже буклированная ниточка. Не смотрите, это от плечиков, когда висит. На самом деле, когда на плечо надевается, все хорошо. Освоив принцип вязания вообще в технике интарси, вы можете взять вот такой вариант, когда по переду, например, идет полоса. Да? Вот эта вертикальная полоса, да, визуально как бы вытягивает фигуру. То есть предлагаю еще такой вариант связать. Если вы то освоите, вот этот джемпер, который мы сейчас будем вязать, то здесь вам просто подсказку даю. Начинаем мы с темного цвета набор. Далее мы набираем полностью все, что вы запланировали там дальше
вот это количество петель, рукав, там спинку, другой рукав, вот это количество петель. Изнаночным рядом прошлись, у вас фактически начало ряда будет вот здесь, да, в лицевом ряду, то есть перед серым цветом. Вы все это поймете на джемпере. И просто вам нужно будет по прибавкам, где регланные линии, определиться, что здесь у вас начало ряда, а по прибавкам, например, у вас там вот здесь начало ряда. Ну, в общем-то и все. Также я округляла здесь горловину, естественно. А вот это вот у меня связано из остатков буретного шелка, его было 150 грамм. Хорошая, шикарная, широкая маечка, все как я люблю, получилось. Я здесь долго мучилась, мне нужен был четкий квадрат. Сначала я сделала горловину лодочку без углублений, и у меня вот здесь вот улыбка такая появилась. Вот так вот квадрат мой встал. Мне это не понравилось, распускала. До меня дошло, что нужно изменить. А изменить всего лишь нужно было просто округлить горловину. Вот эти укороченные ряды, они и дают нам, чтобы здесь полотно было выровнено. Вот этот мастер-класс у нас есть тоже прямо от А до Я, прям вот с самого набора петель. Здесь немножечко по-другому, но для вязальщиц, которые там со стажем, да, там, или просто сообразительные, опять-таки этот мастер-класс вам подойдет и для такого варианта. То есть здесь вы просто внедряете ниточку. Единственное, надо хорошо округлить горловину. То есть когда вы выкладываете спицы, пополам делите вот на рукавах, да, половина переда с частью рукавов на одной спице, на другой. И надо смотреть, чтобы вот здесь была прямая линия. То есть здесь нужны укороченные ряды, чтобы четко пошел квадрат прямо. Но это вот просто из нюансов в данной детали, в данной вот версии. Во второй части у нас рукава, ластовица и двойная резинка. Мы вместе прям будем делать с вами вот эту двойную резинку. Обязательно посмотрите, если вы даже сейчас не готовы вязать, посмотрите мастер-класс для того, чтобы понять, что это не так сложно. Это все доступно любому человеку. Ну, и я для вас достаточно все подробно снимала, поэтому приходите делиться к нам в телеграм-канал, хвалиться своими вариантами. Возможно, у вас какой-то будет интереснее даже вариант. И мне вообще будет вдвойне приятнее, если вы что-то интереснее такое сообразите, да. Ну, вот у меня пока, что я сообразила, там по центру полосочка, которая вертикальная, да, которая вытягивает фигуру зрительно, как бы удлиняет ее. Или вот лампасы на двух рукавах. Я еще вязала вариант, когда один рукав целиком одного цвета, джемпер пиаф. То есть все это вы как бы можете вот на одном этом мастер-классе понять. Итак, желаю вам легких петелек, девочки. Обязательно хвалите своими работами в телеграм-канале, ссылочку оставляю. Вязать я буду из вот такой пряжи букле от Artland, 50 грамм, 220 метров, 30 шерсть, 19 акрил, 50 нейлон и 1% спандекса. Вот этот цвет бежевый 0,40, а вот этот 0,49 синий. Итак, долго не буду рассказывать о расчетах, у нас здесь самое главное это интарсы. В 1 сантиметре у меня 1,56 петли. Спицы буду использовать сначала, пока буду вывязывать округление горловины 4,5, а потом перейду на пятерочку. Горловина моя в районе 55-60 сантиметров, я округлила там 90 петель. Распределила следующим образом: по 2 петельки на регланной линии, по 10 петель на рукава, и распределила между передом и спинкой остаток с разницей 6 петель, 28 спинка, 3-4 перед. Мы буквально округлим со стороны спинки, в двух точках сделаем развороты, это мы углубим вот это расстояние на 4 ряда, потому что поворотные ряды будут. Перед мы углубим 1, 2, 3, 4, 5 точек я расставила на 10 рядов. То есть вот этот участок у нас опустится на 10 рядов, ниже будет. Первая прибавка будет в рукаве. Это у нас левый рукав по отношению к изделию. Если мы смотрим на схему, то как бы кажется правый, да? На самом деле это левый рукав. Значит, в левом рукаве потом спинка. И вот так вот, когда мы будем вязать по кругу. И последняя прибавочка у нас будет в рукаве в левом. У нас вначале была уже, и в рукаве в левом вторая прибавка к рукаву. Перед началом хочу уточнить некий момент. Сейчас не смотрите, все кривенько, поскольку разложить прям вот неудобно. Мы сейчас первым делом что делаем?
Мы будем набирать, смотрите, на один рукав одним цветом, потом будем набирать у нас другой клубочек другого цвета, потом снова другим цветом, это у меня в синий в данном момент, ну, в данном случае будет, и потом вот этот участок, когда набираем, когда я буду проговаривать, набираем вот столько-то петель, да, вот здесь оставьте длинный хвост, 1,5 метра как минимум оставляйте, либо потом подвязываем клубок. То есть в начале работы у нас с вами будет 3 клубка бежевого цвета, но это вот в моем случае я называю, и 2 клубочка в работе будет синего цвета. Когда отвяжем углубление по горловине и небольшой росток, потом еще добавим азиатский. Потом отрезаем нить от одного клубочка, и у нас в работе дальше будет всегда 2 бежевого и 2 голубых цвета. Просто я забыла в этом месте сказать, чтобы побольше ниточку оставили, поэтому сверху вам обязательно подпишу. Итак, давайте начнем набирать. Значит, я решила, что у меня будут лампасы такие в рукавах, да, по рукавам идти. И они у меня будут занимать 10 петель. А все, что будут прибавки, это уже будет новый цвет. Начинаем набирать, так как у меня лампасы синего цвета, а основное полотно будет у меня бежевого цвета, значит, набираю я синим цветом. Итак, спицы 4,5 набираю прямо на 2 спицы. Набираю 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и одну дополнительную, то есть по факту 11. Далее беру бежевый цвет. Здесь мы отмеряем такой хвостик, набираем методом длинный хвост, чтобы нам хватило на 2 петли, 28 петель, 2 петли и одну дополнительную. Итак, смотрите, набираю первых 2 петли. Сейчас я вынимаю одну спицу и вот эти 2 петли перекидываю на левую спицу. Точнее, одну петлю. Одну оставляем на правой, и вот эту лишнюю, которую мы синим набирали цветом 11, я перекидываю. И возвращаю с левой спицы вторую петельку. То есть мы соединили 2 цвета. Прикладываю спицу также и продолжаю набирать. У меня 2 петли. Это регланная линия. Дальше идет 28 петель. 1, 2, 3, 27, 28. Можно вынимать периодически спицу. Это 28 петель спинка и 2 петли регланная линия. Набираю 2 петли и одну дополнительную, чтобы еще раз соединиться с другим синим цветом. Спицу пока вынимаю. Набираю первых 2 петли синим цветом. Одну левую синенькую петлю на левую спицу, одну петлю. И также мы одну бежевого цвета перекидываем через синюю. Она у нас была лишняя, мы ее убрали. Теперь продолжаю набирать. Так, у меня 2 петли синего цвета. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И одну дополнительную также. Это мы сейчас вот этот рукав набрали. Одну дополнительную. Снимаю. Беру еще один клубочек бежевого цвета. Теперь мы хвостик отмеряем. Сделайте длиннее, чтобы не ошибиться. 2 петли. Далее 3-4 петли. И 2 петли нам надо. Так, чтобы на 2 спицы. Можно взять просто другую спицу, если вам так неудобно вязать. У меня 40-ку, видите, не совсем удобно. Набираю первых 2 петли, вынимаю одну спицу, одну петлю на левую спицу, синенькую перекидываю через оставшуюся и бежевую возвращаю. Считаем, у нас бежевых 2 петли, это регланная линия. Далее 34 петли перед. 1, 2, 31, 32, 33, 34. 34, да, и 2 петли у нас регланная линия. 1, 2 и 1 дополнительная. Все, мы набрали все петли. Теперь нужно аккуратно, чтобы у нас край не был
перевернут, проверяем все петельки, пододвигаем к себе начало ряда. Сейчас первые пару рядов будет не совсем удобно, потом все будет нормально. Проверяем, чтобы ничего не было перекручено у нас. Где нужно, подтягиваем. Вот для этого я взяла маленький диаметр спиц, чтобы они все были на виду петли. Итак, я убедилась, что у меня все выровнено. И замыкаем вязание в круг. Синюю петельку забираю на правую спицу и перекидываю через нее бежевую. Она у нас лишняя. И возвращаю. Итак, мы замкнули вязание в круг. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону. И один ряд мы пройдемся подготовительный. Здесь все притягиваем. И проверяем петли, провязываем. Так, давайте я сразу буду расставлять маркеры. Это у нас маркер по переду будет стоять. У меня 2 петли, это регланная линия, между ними будет стоять маркер. Вот так. Далее идут 3-4 петли переда. Провязываю изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34. Это у нас петли переда. Далее у нас 2 петли, это регланная линия. Одну петлю провязываю, ставлю сюда синий маркер. Синий маркер у меня по переду, а красненькие будут по спинке. Вторую петлю провязываю. Здесь, смотрите, подтягиваем синий цвет. Вот так подтянули. Бежевым отвязали мы, да, кладем снизу, сверху забираем синенькую. Вот такой перехлест у нас образуется. Сейчас поближе покажу. Крестик такой, да, делаем. Стараемся, чтобы сильно не утягивали. Натяжение стараемся делать одинаковым, не утягиваем. И провязываю 10 петель синего цвета. 2, 3, 9, 10. Подтягиваем. Синей ниточкой мы отвязали, мы ее кладем сверху, а снизу забираем нить, которая идет к клубку, к бежевому. И начинаем ей вязать. Это у меня 2 петли регланной линии, между ними я поставлю красный маркер. Далее идут петли спинки, 28 петель. 1, 2, 3, 26, 27, 28. И 2 петли регланной линии. 1 петля. И красный маркер сюда ставлю. И 2 петля. Также подтягиваем здесь соединение рукава со спинкой. Берем нить, которая идет к клубку. Хвостик у меня болтается, пока ничего не отрезается, пусть они пока длинными побудут, если они у вас есть, если у вас длинные, потому что чтобы у нас ничего не разъехалось. Нитью, которую отвязала, я кладу сверху, снизу забираю синенькую, делаем перекрещивание и провязываю синим цветом 10 петель. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Так, мы довязали изнаночный подготовительный ряд. И у нас везде сейчас на рукавах, по переду, по спинке, везде по 2 ряда связано. Все четко и ровно. Теперь нитью, которую синюю мы отвязали, кладем сверху, забираем хвостик. Это у нас хвост. Делаем вот такое вот перекрещивание. Она нам сейчас пригодится, и поэтому я сделала намеренно длинный хвостик, чтобы ее не отрезать. Пока не вникайте, давайте начнем работать. Разворачиваемся на лицевую сторону. Крестик мы сделали. Так, берем синий клубочек. Здесь у нас также присутствует вот такой вот крестик. И начинаем вязать лицевой ряд. И теперь запоминаем, у нас всегда каждый ряд круговой всегда будет начинаться с синего цвета
любой лицевой или изнаночный синего цвета. Сейчас постепенно будем все вникать. Синего цвета именно на левом плече, именно отсюда. Ну, у нас здесь есть галочка, да, вот как бы здесь запомним, что у нас начало кругового ряда синего цвета запоминаем, а прибавки, давайте вот так вот сделаем. Точка старта у нас, в общем-то, на левом плече, да. Первые прибавки сейчас будем делать, которые у нас между левым рукавом и спинкой. Идем вот в эту точку, разворачиваемся на ней и изнаночным рядом проходим к первой точке по переду. И я отмечаю заранее уже прибавочки. Здесь мы сделаем в изнаночном ряду. Итак, провязали. Теперь делаем перехлест. Берем ниточку от клубка, синий отвязали, кладем сверху, беленькую забираем. И вот здесь вот контролируем, да, натяжение. И нам нужно уже сделать первую прибавочку здесь. Я буду делать из протяжки. Спереди подняли протяжку, накинули на левую спицу. Вот в первом ряду здесь будет неудобно, но ничего не поделаешь, а потом будет нормально. И за переднюю стеночку провязываем. Далее идет регланная линия, 2 петли. Провязали. Делаем прибавку из протяжки. Сзади поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу и за заднюю стеночку провязываем. И далее у меня стоит маркер 2 петли. 2 петли и 3 петли. Довязываю до маркера и снимаю его. Разворачиваемся на изнаночную сторону, делаем разворотную петельку. Изнаночную петлю на правую спицу, ниточку до отказа назад. 2 дужки петли являются одной петлей. Немецким способом укороченных рядов вяжем. Изнаночными петлями прохожу до регланной линии, перекидываю, провязываю регланную линию. Одна петля у нас уже прибавлена. И перехлест делаем здесь синей ниточкой. Поближе к себе берем. Перехлест делаем той нити, которую отвязали, кладем сверху. Снизу забираем синюю. И синей нитью продолжаем вязать петли рукава. Провязали петли рукава, делаем перекрещивание. И у нас здесь, смотрите, если у нас здесь короткий хвост. Вот сколько есть, пока вяжите им. Если его нет, значит нужно подвязать новую нить от 3-го клубка. У нас 2 клубка в работе. Но чтобы вот здесь сделать округление, вот на этот участок туда-сюда обратно, нам понадобится энное количество нитей. Просчитать это нереально, поэтому хвост, который есть, мы отвяжем, а потом привяжем просто новую ниточку. Перекрещивание сделали, и здесь нужно сделать прибавку. Здесь мы поднимаем спереди протяжку, накидываем на левую спицу и за заднюю стеночку провязываем. По лицевой стороне получится такой же наклон, как и по лицевой. Сделали прибавку, провязываю регланную линию, 1 петля, 2, регланную линию прошли. Теперь делаем прибавку. Спереди протяжку подняли и провязали. И 1 петельку берем в работу. Разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем разворотную петлю за правую стеночку, ниточку на себя. Провязываем регланную линию. Встретились 2 цвета. Делаем перехлест. Той, которую отвязали, кладем сверху. Снизу забираем синий. Натяжение регулируем, вяжем синим цветом. Я поставила счетчик рядов сюда. Ставим на 3-й ряд. Провязали петли синего цвета, делаем перекрещивание. Нитью синего цвета отвязали, кладем сверху, снизу забираем бежевый цвет. Ну, в моем случае. Провязываю 1 петлю, и до регланной линии мне нужно сделать прибавку.
У нас уже были прибавки, теперь у нас вторая прибавка. Наглядно вам рисую, чтобы вы проверяли, да, у нас здесь 2 петли сейчас добавится. Делаем прибавку, спереди подняли из протяжки, спереди провязали. Вот они, 2 петли новых. Теперь регланная линия, 1, 2, и после регланной линии делаем прибавку из протяжки, сзади подняли, за заднюю стенку провязали. Провязали. Теперь вяжем 1, 2, 3 петля у нас разворотная слева направо. И идем до следующего маркера. 3 петли. 1, 2 и 3. То есть мы дошли вот в эту точку. И сейчас изнаночным рядом мы идем вот в эту точку, где у нас стоит маркер. Ну, поставьте, чтобы у вас все было. Разворачиваемся. Разворотную петлю делаем. Ниточку назад. И изнаночными петлями проходим в начало кругового ряда. Здесь уже все сделано, поэтому просто провязываем. Провязали до синего цвета. Кладем ниточку. Снизу забираем синий цвет, делаем перехлест и вяжем синим цветом. Перекрещивание или перехлест. На счетчике рядов у нас 4-й ряд. Сейчас мы здесь сделаем 2 прибавки, и у нас все равно будет. Итак, встретились 2 ниточки. Здесь я напоминаю, что у нас хвост от начала вязания, поэтому у кого есть, то перекрещиваем, у кого уже нет, значит подвязываем просто новую нить. Делаем перекрещивание, и у нас 1 петля уже есть, и вот сейчас появится вторая в рукаве и кпереду. Делаем прибавку, сзади поднимаем протяжку, накидываем на левую спицу и за заднюю стеночку провязываем. Далее петля регланной линии 1, перекидываю маркер, 2, и делаем прибавку для переда. Спереди подняли протяжку, накидываем на левую спицу и за переднюю стенку провязываем. Далее вяжем 1 петлю. Далее у нас разворотная, мы ее провязываем за задние стеночки. Вот так это выглядит на лицевой стороне. Аккуратно изнаночной скрещенной петлей. И идем до маркера, 2 петли, 1, 2. То есть мы сейчас вот здесь вот скидываю маркер, разворачиваемся на лицевую сторону. Итак, делаем разворотную петельку за правую стенку и ниточку на себя. И поднимаемся в начало кругового ряда. У нас здесь легко проверить, да, 2 петли вот регланной линии, между ними стоит маркер, 2 петли дополнительные, вот они, 2 прибавки. Так, далее мы перекрещиваем нити, провязываем синим цветом. Синим цветом провязали, перекрещиваем нити. Следим за натяжением и делаем, провязали 2 петли и делаем очередную прибавку, так как у нас прибавки начинаются с этой регланной линии. Прибавку сделали, провязываем регланную линию и прибавку после регланной линии. Провязали. Так, смотрите, мы 5-м рядом сейчас уходим, запоминаем, что это у нас 5-й ряд. Уходим на другое плечо. Сейчас мы провязываем все петли спинки. Встречается разворотная петля слева направо. У меня уже здесь расставлены маленькие маркеры по спинке. Вот моя регланная линия, между ними красный маркер, 2 петли и 3 петли.
Так, теперь мы работаем с этим плечом. Пододвигаем все клубочки, которые нам сюда нужны. До регланной линии мы здесь делаем сейчас прибавочки. Это у нас относительно этого плеча будет первый ряд. Давайте вот так разверну, чтобы нам было наглядно видно. Сейчас мы будем на левом плече, мы ходили от спинки к переду. Спинка, перед, спинка, перед. На правом плече мы будем ходить сначала перед, потом спинка. Но сначала мы должны, пройдя вот эту линию регланную, сделать прибавочки. Делаю прибавку из протяжки, спереди поднимаю и провязываю за переднюю стенку. Провязываю 2 петли регланной линии. Делаем прибавку из протяжки. Сделали. Далее у нас перекрещиваются 2 ниточки. И перекрещиваем все так же, как и ранее. Пододвигаем так, как нужно нам, как удобно. Раскладываем клубочки. Вяжем синим цветом. Провязали синим цветом. Перекрещиваем нити. И здесь нам нужно сделать тоже прибавочку. Спереди протяжку поднимаю, накидываю на левую спицу, за переднюю стеночку провязываем. Провязываю регланную линию. Так, сейчас мы здесь тоже в лицевых рядах будем здесь делать. У нас только одна регланная линия, где мы в изнаночных делаем. Делаем прибавку с протяжкой. И за заднюю стеночку провязали. И берем в работу 1 петлю. Я не знаю, мне мешают только эти маркеры. Следующий разворот у нас будет 2 петли. Давайте поставим, наверное, наглядно, чтобы было видно. 2 петли, потом 2 петли. Ну, неважно какого цвета, давайте синего поставим. 3 петли. И 4 петли. Итак, 1 петлю мы взяли в работу, разворачиваемся на изнаночную сторону, делаем разворотную петлю за правую стенку, петлю и ниточку назад до отказа, и провязываем изнаночными петлями прибавку, потом регланная линия. Прибавку провязываем, перекрещиваем здесь нити синим цветом, вяжем синим цветом, две нити встретились, делаем перекрещивание, пододвигаю клубок, который ближе, перекрещивание сделали. Провязываем регланную линию и далее вяжем 1, 2. Так как у нас прибавка там была, у нас стоит 2 петельки, но у нас же прибавка была, поэтому 3 петли получилось. Снимаю маркер, разворачиваемся на лицевую сторону, и в отношении этого плеча у нас с вами будет сейчас 3-й ряд. Мы сейчас везде сделаем прибавки. 3-м рядом захватим ближайшую точку по переду, 4-м рядом последнюю точку по спинке в отношении правого рукава. Делаем разворотную петлю. Так, делаем здесь прибавочку. Не забываем, да, до регланной линии. Провязываю регланную линию. Делаю после регланной линии прибавочку. И у нас на схеме, да, 2 петельки в рукаве новых, не считая регланной линии. И здесь 2 точки стоят. Отмечайте себе, чтобы было наглядно видно. Пододвигаю клубок синего цвета. Перекрещиваю нити, беру в работу клубочек синего цвета, провязываю.
Встретились опять два цвета. Делаем перекрещивание. Одну петлю провязали, и нужно сделать прибавку. Из протяжки спереди подняла, за переднюю стенку провязала. Регланная линия, 2 петли. И теперь вторую прибавочку делаем после регланной линии. Сзади подняли, за заднюю стенку провязали. Вяжем 1 петля, вторая у нас разворотная слева направо. И до ближайшего маркера 2 петли. 1, 2. Снимаю маркер. Разворачиваясь на изнаночную сторону. Делаем разворотную петельку, ниточку назад до отказа. И изнаночными петлями. Это у нас 4-й ряд. Без прибавок. Идем к спинке. Как только ниточки встретились, делаем перекрещивание по изнаночной стороне. Синюю ниточку отвязали, сверху кладем, снизу берем беленькую. Натяжение контролируем и провязываем. Провязала регланную линию, потом 1, 2, 3. 4-я петля разворотная за задние стеночки провязываем. И идем к последнему маркеру. 1, 2, 3. Все, вот он, 1, 2, 3, 4 ряд. Разворачиваемся на лицевую сторону. И теперь смотрите. Здесь у нас 4 ряда было отвязано с этой стороны. И 5-м рядом мы ушли на другую сторону. Здесь у нас тоже сейчас прибавки прибавились одинаково. По 4 ряда отвязано. И 5-м рядом мы идем вот к этой точке. Здесь мы делаем сейчас прибавочки 5-м рядом. Точно так же, как и в первой регланной линии со стороны спинки. Сделали прибавки, дошли к этой точке, развернулись. 6-м рядом мы пойдем вот к этой точке. Вот к этой. И сделаем здесь по изнаночной стороне. И у нас все выровняется. Так как мы здесь делаем по изнаночной стороне. Потом 7-м рядом к следующей точке, 8-м рядом к этой точке, 9-й и 10-й. Давайте самостоятельно делаем прибавки и идем вот к этой точке. Давайте еще раз. Значит, когда мы до этой точки доходим, не забываем сделать прибавочки. Это 3-я прибавки уже по отношению к каждому сегменту. Да? Сюда дошли. Разворачиваемся. Уже для обоих рукавов это 6-й ряд. 6-м рядом здесь провязываем разворотную петельку. Больше у нас разворотных петель по спинке не будет. Проходим регланную линию. Вот здесь мы делаем в изнаночных рядах прибавочку. Не забываем, да, это у нас единственная регланная линия, в которой мы делаем прибавку по изнаночному ряду. Я уже сделала. И идем к 3-й точке со стороны левого плеча. Здесь у нас уже 3-я точка отвязана. Со стороны правого плеча. Здесь мы только по изнаночному ряду идем к ней. Значит, регланная линия, потом 2, 4, 5 петель, 6-я разворотная. Не забывайте про разворотные петли за задние стеночки и 2 петельки новых захватываем. Разворачиваемся. У нас вот этот клубочек пока лишний. Да, вот у меня он закончился хвост, я здесь подвязала. Мы его потом отрежем с вами. Разворачиваемся. И для обоих рукавов это будет 7-й ряд. Продолжаем делать все точно так же. Сейчас развернемся. 7-м рядом вот здесь проходим. В 7-м ряду мы делаем вот здесь прибавки в лицевых рядах. Ниточки меняем, да. Здесь точно так же в лицевых рядах. Доходим до вот этой точки. Разворачиваемся, изнаночным рядом проходим, делаем вот здесь вот прибавочки и захватываем 4-ю точку с левого плеча.
И последним 9 рядом мы идем к последней точке, 10 изнаночным рядом. Это у нас еще будут по одной прибавочке, да. Давайте вот эти ряды отвяжем самостоятельно. Так, вот здесь у меня не умещается, некрасиво получается, но ничего страшного. Можете пересчитать: раз, два, три, 4, 5. С каждой стороны должно быть по 5 прибавок. 10 изнаночным рядом по изнаночной стороне последнюю точку захватываем. И развернемся. И вот здесь вот с вами встречаемся. Давайте. Я думаю, что вот это можно отвязать самостоятельно. Это как обычный росток мы вяжем. Начиная вот с 7 ряда. Точнее, даже с 5 ряда мы начали 5 ряд, 6, 7, 8, 9, 10. Единственное, меняйте просто нити. Когда мы отвязали последние точки, 10 ряд, последнюю точку захватили и развернулись в начало кругового ряда. Начало кругового ряда у нас будет начало вот этой синей полосы на левом плече. Сейчас я буду менять спицы, на номер 5 переходить. И далее мы уже будем вязать. Вот смотрите, если бы у нас не было бы интарси, мы просто начали бы вязать по кругу с определенным ритмом, делая прибавки одинаково уже. Допустим, если в лицевом ряду, значит в лицевом. Бывает такое, что нестандартный ряд прибавок, да, там. На данный момент у нас цифры такие. Поскольку у нас, смотрите, вот в каждом сегменте, это неважно, спинка, рукав или перед, у нас прибавилось по 5 петель с каждой стороны, то есть в сумме 10 петель прибавилось к рукаву, к спинке и к переду. Поэтому сейчас в 11 ряду, вот я меняю спицы на номер 5, ставлю вас в курс, да. В рукаве у нас теперь 20 петель, спинка 38, по переду 44 петли. В 11 ряду я делать прибавки не буду. В 13 буду делать прибавки во всех регланных линиях по лицевой стороне. В 15 не буду, в 17 буду. И вот так вот буду себя проверять и записывать себе цифры. У нас сейчас в работе 2 синих и 2 бежевых клубка. Вот этот в начале ряда. Точнее, давайте так определимся. Там, где перед, и там, где у нас левый рукав, вот эту ниточку мы отрезаем. Она нам больше уже не нужна. Мы перехлёст сделали и просто выводим из работы третий клубок. Теперь у нас 2 синих и 2 бежевых. Итак, вот здесь вот я начинаю менять спицы уже. И в этом ряду, как я сказала, делать прибавок не будем. Провязываем весь ряд самостоятельно до конца. Начало ряда у нас синий цвет. Идем, перекрещиваем нити и доходим, пока у нас бежевый не закончится. То есть вот здесь мы с вами встречаемся. 11 ряд, петли переда. У нас здесь разворотная петля, единственная провязывается по-другому, поскольку мы к ней справа заходим. За задние стеночки провязали. Напоминаю просто. Я думаю, что немецким способом укороченных рядов вязать умеют все. Итак, заканчиваю круговой ряд. Итак, круговой ряд закончен. Я имею в виду по отношению к смене цвета и смене рядов. А по прибавкам у нас первая линия прибавочная — это в рукаве и спинка. В левом рукаве, да, в левом рукаве и спинка. Итак, как только мы закончили круговой ряд вязать, петли синего цвета, клубочек отставляю, переснимаем, не провязывая, на правую спицу. И вместе со счетчиком рядов перекидываю. Так, спица мне уже 4,5 не нужна. Перекинули и разворачиваемся на изнаночную сторону. Что лицевую, повторюсь, что изнаночную сторону мы всегда будем начинать вязать с синего цвета, который у нас на левом плече. И это у нас по отношению к вязанию. Вот у нас перед, вот спинка, вот левое плечо. Итак, всегда на левом плече. Развернулись. Здесь у нас ниточка всегда будет готова. И по лицевой стороне она будет также готова. Перекрещивать ничего не нужно. Просто начинаем вязать в обратном направлении. И поскольку мы начали с синего цвета, мы будем сейчас вязать вот так вот. И пока не довяжем до бежевого. То есть круговой ряд полностью. На счетчике рядов я ставлю 12 ряд.
Перекрещивание нити мы будем делать все точно так же. Синим цветом отвязали. Берем в работу ближайший клубок, который у нас синего цвета. Пододвигаем к себе. Вообще их парами удобно перекидывать. Я просто последний раз не перекинула, чтобы они всегда были в нужном месте. Здесь потом ниточку, которую мы отрезали, просто зафиксировать. Перекрещивание сделали и продолжаем вязать уже бежевым цветом. Провязываем все петли переда. Это у нас перед. Потом провязали бежевым цветом, перекрестили. Синим провязали. Опять у нас здесь ниточка уже ближе к нам, да, опять перекрестили. И так идем, пока не отвяжем бежевым цветом спинку, да, получается. Мы начали с рукава и закончим. Красный маркер указывает на спинку. И закончим бежевым. Давайте 12 ряд вяжем самостоятельно. Итак, круговой ряд довязал до синего. Ниточку оставляю здесь на изнаночной стороне и перекидываю петли синего цвета, не провязывая. Вместе с счетчиком рядов, не трогаю цифру на счетчике рядов. Это у нас изнаночный ряд. Теперь разворачиваемся на лицевую сторону. И здесь у нас, как видите, нить уже готова к работе. Так, где фокус? Она у нас уже зацеплена, ее подтянуть немножко надо. И начинаем вязать, получается, 13 лицевой ряд. Я заранее поставлю. В 13 ряду у меня прибавки во всех регланных линиях. И так повторяем лицевой и изнаночный ряд, делая в нужных рядах. Может быть, у вас свои расчеты, да, вы делаете по-своему. Напоминаю еще раз, как конспект, да, любой ряд, лицевой или изнаночный, мы начинаем с синего цвета вязать. Как только круговой ряд заканчивается, переснимаем петли и разворачиваемся. Неважно, какая сторона, лицевая или изнаночная, всегда начинаем вязать с синего цвета левого плеча. Поскольку у нас наборный ряд был отсюда, поэтому с левого плеча начинаем. Сейчас я буду делать прибавки вот в этом, в 13 ряду. Продолжаем также перекрещивать нити и делать прибавки. Ритм я потом прибавок сменю, буду делать в каждом ряду. Повторюсь, я это сделала для того, чтобы не рассчитывать через 2 ряда, там у меня какой-то период идет, я рассчитывала, и очень неудобно по изнаночной стороне делать прибавки. Поэтому решила какой-то период вязать так, а потом уже поменяю ритм прибавок. Так, с таким ритмом я вяжу до 51 ряда. В 51 ряду у меня прибавок нет в регланных линиях. И делаю примерку. И смотрите, как легко ориентироваться. Вот здесь, смотрите, мы делали прибавки в каждом ряду, пока вывязывали округление по горловине. И небольшой росток там был, когда несколько рядов, вот туда-сюда, мы углубляли горловину. У нас спинка немножко наросла. В этот момент, видите, прямая линия. Ну, фигура у всех разная, это понятно. Но вот здесь всегда должно быть какой-то участок прямого полотна, а потом должен идти все-таки скос плеча. Если будет вот здесь прямое полотно, если мы продолжили вязать, делая прибавки в каждом ряду, то у меня бы вот здесь вообще взлетело бы плечо. Было бы очень много лишнего полотна. Мы пока вязали округление, мы делали прибавки в каждом ряду, дальше перешли на прибавки через один прибавочный ряд, то есть пропуская один прибавочный ряд через 3 ряда. И вот я довязала до 51 ряда, делаю примерку. Я периодически в этот момент раскладывала свое вязание и постоянно наблюдала за скосом плеча. И когда скос начал уходить, в этот момент я делаю примерку, понимаю, что, во-первых, мне не хватает петель по переду, по спинке, в рукавах. И видно, когда примеряешь, что регланная линия уже уходит мимо подмышки. Если бы я ее продолжила, она идет мимо подмышки. Поэтому в этот момент я уже меняю ритм прибавок. Так, вот смотрите, значит, в 49 ряду у меня 40 петель в рукаве. Спинка 58, 64 петли это перед.
Далее, с 53 ряда я делаю прибавки в регланных линиях в каждом лицевом ряду. Довязываю 65 ряд, у меня вот такие цифры: 54 петли по рукаву, спинка 72, перед 78 петель. Итак, давайте буду показывать наглядно. Мы с вами, когда лицевым рядом идем, провязываем синим цветом сначала на левом плече. Потом идем, захватываем петли спинки, потом меняем нить синим цветом, перед провязываем и заканчиваем. Переснимаем петли синего цвета и разворачиваемся. И далее изнаночным рядом мы идем в обратную сторону, вот так вот, да. То есть у нас сначала идет часть рукава, потом перед, потом правая рука, потом спинка. Итак, я начала изнаночный ряд, провязала 10 петель, перекрестила нити, у меня здесь остается один клубок, продолжаю вязать бежевым цветом, провязываю петли рукава, провязываю петли переда по изнаночной стороне, разделяю сразу на разные спицы. Рукав у меня на этот момент 54 петли плюс 2 петли от регланных линий. У нас в каждой регланной линии по 2 петли. Одну петлю отдаю, допустим, рукаву, одну переду, одну петлю рукаву, одну спинке, то есть 2 петли делю пополам. Рукав 56 петель, спинка у меня 72 петли плюс 2 петли регланной линии, плюс 2 кромочные, сейчас скажу позже. И перед у меня 78 петель плюс 2 петли от регланных линий, 80 петель. Итак, провязала петли переда, провязали петли рукава. Здесь мы перекрестили бежевую нить синей, синюю перекрестили с бежевой и пошли вязать. Вот в этот момент уже провязанные петли, получается, правого рукава по изнаночной стороне, я их провязала, пересняла и поставила заглушки. И подошла к петлям спинки. И нам нужен азиатский росток. Итак, делаю вот здесь с протяжки прибавку кромочную, провязываю изнаночный ряд, первый ряд для азиатского ростка. И переснимаю на спицы, у меня уже пятерки нет, я пересняла просто, они же провязаны, я пересняла на спицу другого диаметра, 4,5. Ну, это не принципиально важно вообще. Пересняла спицы, и у меня на одной спице спинка, и на другой спице перед. И вот так вот можно примерить, да? Соответственно, нужно убрать эти клубочки. Я-то убрала, потому что я уже все примерила и просто вяжу. Итак, прибавила в начале и в конце по одной кромочной петле. И вяжу первый ряд у меня получается изнаночный, второй разворачиваюсь лицевой, первую снимаю, последнюю провязываю бабушкиной изнаночной. Не принципиально важно. Почему я делаю кромочные петли? Поскольку мы потом будем, когда поднимать петли для рукава, мы не будем использовать кромочную петлю, а будем поднимать из предкромочной петли. С каким ритмом я пока не знаю, это я позже уже определюсь. И начинаю вязать поворотными рядами росток азиатский. Добавляю к тому, что у меня уже имеется, когда мы вывязывали с вами углубление горловины. Там тоже есть небольшой росток. Обязательно нужно примерить и вот так вот держать на двух разных спицах. Поворотными рядами вяжу нужное количество мне рядов. У вас оно может отличаться от моего количества рядов. Обязательно нужно опять-таки примерить. Мой росток в 3 сантиметра. Это не весь росток, у нас еще был дополнительно, когда мы вывязывали, округляли в начале в самом. Поэтому это только дополнение. 3 сантиметра у меня заняло 8 рядов. Изнаночный ряд был первый, второй ряд был лицевым, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой ряд лицевой. И теперь нужно добавить петли подреза и соединить вязание в круг. До этого я посчитала, да, у меня плотность вязания в 1 сантиметре, я меряю в одном месте 1,56 петли, 56 петли. В другом месте я меряю, у меня 1,6 петли. И вот такая незначительная разница имеет
Посмотрите, какую разницу в итоге. Значит, смотрите, 76 петель у меня спинка, 80 перед. 9 петель я добавляю на подрез. Получается цифру 85 и 89. В сумме 174 петли. 174 петли делю на одну плотность, которую я вижу. Получаю 101 сантиметров по окружности. Но она будет уходить, если мы будем вязать прямую трубу, там нужно будет делать прибавочки, чтобы вот эта ширина не ушла. И 174 петли делю на другую плотность, проверяю. Получается совсем другое значение, да, 104 петли. То есть в полуобхвате это 54 где-то. Здесь 55, здесь 54. Ну, не сильно большая разница, но тем не менее, да, вот такие вот погрешности, они у нас постоянно в вязании присутствуют. Отвязав росток, сейчас соединяю, добавляю 9 петель подреза, соединяю вязание в круг. Мои петли спинки. Я для наглядности повешу сюда маркер. Итак, добираю подрез, кладу на пальчик нить и вот так вот оборачиваю. Набираю одну петлю, протягиваю, вторая петля, третья петля, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И делаю на одну меньше. Для наглядности вешаю маркер. Теперь рукав у нас уже отсоединен. Пододвигаю петли переда. У нас два рукава отсоединены уже. Один рукав. И начинаю вязать петли переда. У меня здесь стоят синие маркеры, которые говорят о том, что это у нас перед. Довязываю петли переда и объединяю вязание в круг, добавляя подрез. Также ставлю маркер для наглядности и начинаю добирать. Одна петля, вторая, третья, потуже затягивайте, поскольку они потом растянутся. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, еще раз ниточку на пальчик и еще раз оборачиваем, и восьмая. Мне нужно 9, одну не добираю. Ставлю маркер также маленький для наглядности и провязываю, подсоединяю петли спинки. Сейчас провязываю петли спинки и покажу, как мы добавим еще одну петлю. Итак, довязываю петли спинки, перекидываю маркер, начинаю провязывать петли подреза. Вот здесь у нас один из рукавов, да? Одна петля. Видите, какая протяжка образуется? Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И чтобы избежать этой протяжки, я беру любую вспомогательную спицу, ну вот возьму вот такую для вязания кос, ставлю спицу вспомогательную под ниточку, вставляю, разворачиваю параллельно левой спице и накидываю на левую спицу. И это 9-я петля. Вот из этой протяжки мы создали еще одну петельку. И у нас все аккуратно. Временно оставляю здесь маркер. Со следующего ряда, кстати, мне нужно пометить, это будет вот с этого ряда, со следующего ряда я буду по центру вязать изнаночную петлю. Получается, после спинки у меня начало кругового ряда будет.
провязываю петли переда. Довязываю петли переда. Я все-таки взяла другую спицу, чтобы более наглядно было. Довязываем до подреза. Прикиду маркер и также провязываем 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и из этой протяжки делаем дополнительную петлю 9. Любую спицу под нить разворачиваем параллельно левой и накидываем на левую спицу. Мы создали дополнительную петлю 9, точно так же, как и в другом рукаве. Все, и дальше петли спинки пошли. Ну и вот такая картина получается. То есть в одном рукаве у нас 1 клубок, одним мы вяжем бежевым теперь тело, а в другом рукаве у нас 2 клубка осталось.